Ну что же, всех приветствую, с вами Супер, и сегодня у нас в Jailbreak вышло новое обновление, точнее как сегодня, вчера само собой вышло, в 20:00 по МСК вышло у нас обновление. В принципе, у нас добавили достаточно много нововведений, которые я вам сегодня покажу, расскажу, но все же вы все уже само собой узнаете в этом видеоролике. Ну и в принципе предлагаю не тянуть, давайте же начинать. Ну а для того, чтобы вам показать как бы первое нововведение. Ага, банк закрылся. Ну ладно, в принципе, ничего страшного. Ну а для того, чтобы вам показать первое нововведение, это нам нужен, само собой, банкомат. Здесь у нас будет промокод. Здесь нам надо будет ввести промокод 8 billion. Само собой, он у меня не сработает, потому что я его уже вводил. Но, само собой, если вы его успеете сегодня ввести до 20:00 по МСК, вы получите деньги. Но так как я этот видеоролик записываю в 19:49, я очень в этом сомневаюсь. Ну, короче... Просто знаете, что такое существовало, и то, что вы пропили целые 18 тысяч. Простите меня. ладно. На самом деле, это не самое главное, что нам добавили. У нас появилось много нововведений. Например, предлагаю перейти сразу к одним из самых интересных и самых странных, по-моему, нововведений, которое у нас связано с вот этим вот полем. Само собой, оно сейчас пропадает, потому что у меня есть карточка в руках. Я ее как бы уберу. И я подойду к полю, и я могу по нему буквально карабкаться. Раньше, когда мы подъезжали, вы можете помнить, само собой, оно нас как бы отталкивало, но больше оно нас не отталкивает. Это не баг, это, ну, разработчики целенаправленно убрали. В принципе, вот так вот, да. Я не знаю, для чего, как бы, немножко странновато выглядит, но, в принципе, почему и нет, как бы, я не вижу, типа, вот здесь вот вообще ничего не вижу плохого в том, что это убрали. Иногда реально оно мешало, когда ты особенно просто едешь по рельсам, там, с пауэрплента везешь, и просто вот чуть-чуть задеваешь, когда у тебя машина какая-то маленькая, вот, и все, и тебя буквально выбрасывало. Но на самом деле я бы не сказал, что эта функция была плохой. Дальше давайте перейдем к 33-му сезону. На самом деле награды я не вижу смысла опять же вам показывать, потому что если я их начну вам показывать, я, наверное, видеоролик этот вообще не выпущу. И на самом деле я не вижу смысла в этом просто, потому что, скорее всего, вы уже посмотрели, ну, видеоролики на ютубе, уже было много видеороликов про этот сезон, еще когда награды только анонсировали, ну, поэтому да, в принципе. Единственное, что я вам напомню, то, что это последний сезон, значит, в принципе, вы больше не сможете получать награды, то есть это последний сезон, и единственное, что будет выходить, это лимитированные автомобили, которые выходят 2 раза в год максимум, ну, и на самом деле награды здесь реально обалденные. Я даже докопаться ничего не знаю к чему, потому что ну, все обалденное, кроме, наверное, вот этого второго. Ну, также у нас, само собой, обновили сейф комоновский самый. В принципе, у нас оставили 3 награды. Вот эту вот машинку нам оставили. Вот эти колеса у нас переместили в ультраредкую, типа, как бы это редкость, да. И вот эту текстуру у нас, по-моему, тоже она была ультраредкая, ее переместили в редкую. Все остальные награды у нас полностью новые. Все награды, лично, по моему мнению, само собой, обалденные. Сейф стал стоить вместо 6000 5000, что не может не радовать. Это очень приятно, особенно с моей рубрикой, где мы открываем каждый день по сейфу. Конечно, уже каждый день это тяжело сказать, но все же. На самом деле, я, наверное, расскажу вам сейчас, почему я так редко открываю сейфы. Точнее, стал открывать, потому что я коплю на один видеоролик кое-какую сумму денег. В принципе, я вам об этом, само собой, расскажу, когда уже накоплю эти деньги. Поэтому, да, поэтому вот так вот. Кстати, машина, как мы проверили с моими друзьями, она может буквально отталкивать. Если вот человек стоит буквально вот на дороге, и вы по нему проедетесь, человек не просто, ну, то есть вы его просто не просто переедете, вы буквально его собьете, там анимация даже проиграется. Ну, типа, там у него, ну, он упадет в рэгдолл, образно говоря. Думаю, все знают, что такое рэгдолл. Это когда человек реалистично падает, типа, ну, персонаж. Ну и вот что-то такое у этой машины есть. Это такая вот, я так понимаю, ее фича, в принципе, вот да. Что, пришло время рассказать вам о моем новом Discord-сервере, на котором вы сможете найти новых друзей, следить за съемкой видео, участвовать в будущих розыгрышах, ну и, конечно, просто пообщаться. Переходи по первой ссылке в описании и принимай приглашение. Вот следующее нововведение у нас находится в доме, в любом доме, если что. Это у нас новая фурнитура. Ну и, кстати, я заметил, шрифт поменяли, не знаю когда, но сейчас, наверное, в принципе, выглядит намного лучше, чем раньше. У нас появилась новая фурнитура, которая предполагалась как для 33-го сезона, она на ту же тематику, само собой. Сейчас я вам ее, надеюсь, найду. Вот она у нас, это Пабло, это у нас динозавр, само собой. Кстати, да, по-моему, поменяли, раньше не так покупалось, раньше у тебя, типа, плашечка высвечивалась, а теперь у нас вот так вот, ну,
вот так вот, типа, как есть. На самом деле, это намного лучше смотрится. Ну, вот у нас такой вот динозаврик, это буквально младший брат динозавра, который у нас находится около новой заправки, вот здесь вот. Вот тут вот у нас стоит новый динозавр, который у нас вместе с 4 главой Jailbreak появился. В принципе, это его младший брат. Можете называть как хотите. Сейчас мы перейдем, наверное, к самым интересным темам, а именно новые настройки. Просто спасибо, реально спасибо. Ну и тут даже не дело в том, что мне как бы нужны были вот эти вот бинды для кнопок, я не скажу, что они мне надо было, но просто спасибо за новые настройки, просто я так рад, что тут как-то уже стало более понятно. Вот здесь вот звуки, вот здесь графика, вот здесь маркеры можно настроить, здесь машины можно, ну просто это так понятнее стало, я не знаю, просто так. Раньше у нас было все просто сплошную, без разницы, что все было сплошную. Сейчас я рад, что у нас как бы сделали все более приятнее. Я на самом деле уже рад, что Jailbreak как бы превращается из просто... Ну, просто в последние почему-то года мне почему-то казалось, что Jailbreak как-то очень... ну, типа такой как бы... Игра для своих, как бы, я не знаю, как это правильно объяснить. То, что здесь нету, типа, таких вот прям тяжелых настроек. То есть тут нельзя прям ничего понастраивать. Но теперь можно, здесь буквально вот даже мини-анимацию какую-то добавили, смотрите. Ну вот, анимацию даже добавили. То есть можно кнопки свои понастраивать. Ну это обалденно, я считаю, если честно. Также есть нововведение для консолей, там, по-моему, планшетов. То есть, ну, для консолей, по-моему, тут точно так же. Тут можно бинды свои настраивать для удобства. Для телефонов и планшетов, ну, можно расположение кнопок менять. То есть буквально куда хотите, туда и ставите. Само собой, это тоже не может не радовать. Да, я, конечно, и не игрок с телефона, как бы. Считайте, появляется конкуренция. То есть телефонные игроки теперь не будут, ну, будем честны, просто отставать от компьютерных игроков. Теперь они будут наравне, потому что я уверен, это придаст свой шарм какой-то. Я уверен, есть имбовые люди с телефонов, само собой, у которых нет возможности поиграть на компьютере, то есть... Ну, у них появляется больше шансов, чему мы не можем быть не рады. Само собой, также нам добавили, кроме этого, вот, нам добавили новую настройку. Это отображать скорость в километрах в час. Я предлагаю сесть в машину. Я эту настройку уже включил. И у меня показывается все в километрах в час. Я буду так ездить, мне эта тема нравится. Да, я привык уже к милям на самом деле. Просто вот типа заходишь в Jailbreak, и ты сразу просто ориентируешься на то, что тебе сейчас все будет показываться в милях. Но я буду привыкать к километрам в час. Как бы это ни было, я просто хочу, я вот. Также одной из, наверное, главных новостей для Jailbreak является 8 миллиардов посещений. Еще 2 года назад мы праздновали 7 миллиардов. Конечно, скажу честно, я этого не помню. Но все же не будем о грустном. У нас 8 миллиардов посещений у Jailbreak, что не может не радовать. Само собой, нам добавили новый спойлер. Перед этим вас предупрежу, что у нас удалили, ну, колеса, вот 7 биллион. То есть вот это лимитированные они стали. То есть еще вот день назад вы могли их просто купить за 10 тысяч. Теперь они у нас лимитированные. И вы их больше никогда не купите, к сожалению, да. Ну, также у нас появился новый спойлер. Что я вам хочу сказать? Да, главное мне найти его в начале, конечно же. Да, вот он, 8 миллион. Вот такой вот спойлер. На самом деле, я считаю, что он неплохой. Ну, по крайней мере, сверху. Но сбоку почему-то он выглядит просто на всех машинах просто ужасно. Ну, то есть, буквально на всех. Просто я вот уже какую машину перебрал. Возможно, это я просто такие машины выбираю. Но он смотрится криво, он буквально, сливается с машиной. То есть, ну, можете видеть тут, конечно, не очень красиво выглядит, на самом деле. Надеюсь, это пофиксится. Но, в принципе, это так, да. Также у нас появилась новая команда. Сейчас вы увидите ее на экране. Что эта команда делает? Она превращает всю воду в лаву. То есть она, во-первых, начинает убивать, а также становится типа оранжевой. Я не знаю, зачем это сделано. Вот вообще, у меня просто даже мысли нету. Возможно, это сделано для мини-игр. А может и нет. А может и да. Также у нас появился новый баг для открытия аирдропов. Я это... уже записываю после снятия видеоролика. Но вот вам вставочка, как этот баг делается. В принципе, что тут надо, в принципе. Так, ну вот я вам прямо сейчас и продемонстрирую данный баг. Ничего делать, напоминаю, не надо. Это просто вот такой вот баг. То есть что-то там Epic Tank нахимичил. И у нас так получилось. Ну, сейчас, конечно же, я вам это вряд ли смогу прям так продемонстрировать. Потому что мне все равно придется их убить, как бы. Ну, в принципе, вот, смотрите, у меня... Ну, урон не пропадает. У них просто не регает, да, они в КС-ку переиграли, в принципе, вот. Ну что же, вот сейчас я прямо с деньгами с Oil Rig решил зайти вот на босса.
То есть я за них могу не волноваться, потому что я знаю, что все получится. Да, конечно, у меня кое-где текстуры пропадают, но это, я вас уверяю, не из-за сервера, это просто у меня, с моей стороны, само собой. Возможно, на записи сейчас будет лагать, но думаю, суть вы поймете, надеюсь. Ну, в принципе, она такая же, как на Oil Rig. Но, в отличие от Oil Rig, вы на боссе можете, ну, просто его убивать, потому что если вы не будете трогать NPC, то он не будет использовать свои, так сказать, суперспособности. Вот я вам это прямо сейчас продемонстрирую. Появились NPC, они по мне... Так, ну вот, как вы видите, я нашел и airdrop себе, то есть опять я с деньгами, я могу за них не бояться, я могу его просто залутать, и при этом они будут просто стоять, ну и как бы что-то пытаться на самом деле. Кстати, да, можно их рассмотреть, а то как бы их никто так детально не рассматривал, можно посмотреть, какие у него там наушники, там винтовочку, ну в принципе все в этом роде. Кстати, у него бита. Ну, в принципе, на этом видеоролик подходит к концу, вот на такой ноте на ночном небе заканчиваем. Напишите обязательно свое мнение по поводу обновления. Ну и в принципе, да, все. С вами был Супер, всем удачи, всем пока.